Здорово, отец. Хочешь узнать тайные секреты игры Top War? Их есть у меня. Можешь поставить скорость видоса на 1,5 или 2 икса. Ну чё, погнали на? Итак, давайте поговорим вкратце про профессии конкретно элитного бойца. Механика я вам не подскажу, я его даже не... Ну, то есть я впервые играю в эту игру и сразу выбрал элитного бойца. Если коротко, то отличие в чем? До с 45 по 60 левел у механика могут быть преимущества, но преимущества у него будут, скорее всего, только в арсенале, во вкладке подавления, потому что у него достаточно много ресурсов будет, проблем у него с ресурсами нет. Но в то время как у элитного бойца могут быть на начальном этапе проблемы с ресурсами, подавление он может не вкачать, то есть и он будет прокачивать дерево, но по прокачиванию дерева, как только вы дойдете до вот этой вкладки, ее качнете по атаке, у вас будет по 15% на ВМФ, на СВ, то есть вы сразу поймете, ХП у вас будет повыше, и вы будете бить, у вас пайка, это будет видно даже по урону на босса мирового, вы сразу увидите отличие, что вот у нас девочка 78 уровня, такого же уровня, как и у меня, мы будем сравнивать армии, потому что я взял 79 уровень, но армию еще не прокачал, потому что все упирается в командный центр. И, как вы видите, у меня армия 78, у нее тоже 78. Так вот, у меня на босса пайка в районе 60 уже тонн, а у нее в районе 40. То есть, ну, как бы у элитного бойца, естественно, это боец, у него все навыки заточены на урон. Давайте расскажу базовые моменты, на которые стоит обращать внимание. Опять же, я всем рекомендую прокачать как можно скорее все дерево. Все дерево специальной профессии. То есть это намного важнее, чем подавление. Дав в конце будет уже вот подавление стоить там 2 миллиона. И, ну, как бы на начальном этапе дерево будет стоить дешевле. Прокачивание дерева. То есть я вам, ребята, прикреплю ссылку на таблицу. Вы посмотрите все... Там куча вкладок, как и в этих вкладках, возможно, видео вам даже запишу с экрана компьютера на камеру, но вы просто посмотрите, в общем, есть таблица со всеми данными. Атака, проценты, сколько нужно нефти, сколько еды нужно, время апгрейда. И это есть для элитного бойца, для гранд-маршала, для тактика. Я вам расскажу в этом видео, почему я тактика выбрал. И, соответственно, расскажу основные моменты, вот именно почему надо качать дерево. Дерево нужно прокачивать для того, чтобы вы были быстрее остальных командиров, тех, которые решили качнуть подавление. Подавление это хорошо, но это хорошо только тогда, когда вы, ну если заметите, в подавлении там 1% добавляется. То есть вы видите 49,2, 54, 1,2%. И здесь то же самое будет 1,2%. То есть добавляется там 1% за, условно говоря, 4 миллиона ресурсов. Это на то, что после 50 уровня. Да, то есть сейчас, ну, после 40 даже. Вот, почему нужно качать именно это дерево, потому что это намного важнее, здесь намного большие проценты, и это в перспективе вы будете обгонять других командиров. Это важнее. Вот. И далее вы, когда откроете спецпрофессию далее, это, у вас будет открываться... Вот давайте я вам просто расскажу по тактике. Вот первый уровень дается 5%, на втором уровне 10%, на третьем 15%, на четвертом 20%, на пятом 30%. Острый урон всех юнитов. Вот чтобы вы понимали, насколько это важно, вот есть замок, где тут, с драконом. У него, давайте мы посмотрим здесь, у него острый урон, вы можете посмотреть навыки, да, на 3 минуты он острый урон добавляет. То есть чем вы быстрее прокачаете навык в дереве специальной профессии, то считайте, вы купили вот этот вот скин с навыком, который будет постоянно у вас действовать. Вы понимаете, да, важность? Вот если вы понимаете, то, ну, как бы вы можете выключать видео, это и играть дальше, вот опираясь на эту стратегию. Единственное, вы можете посмотреть, я прикреплю ссылку на таблицу, вам нужно прогнозировать, когда нужно ускорять, когда не нужно ускорять по ресурсам, по затрате ресурсов на каждом из левелов. Вот здесь вы не знаете, да, сколько надо
прокачать вот на первый уровень все вот эти вот там неуязвимости. Но я вам просто расскажу, что здесь неуязвимость будет 10%. Так, здесь видно 10%. Окей, ладно, давайте я скажу, сколько это будет еды стоить. Это будет по 4,3 миллиона еды и нефти стоить. Здесь понадобится 2 жетона. Я сразу предупреждаю, на второй вкладке будет там жетонов дохерища нужно. Но проблема в том, что будет это качаться 69 часов. 69 часов, 36 минут, 17 секунд. То есть это будет долго по прокачке. Вы можете здесь обратить внимание на то, что треть уже прошла. 69 часов. Да, вот это было 69 часов. Осталось 1 день, 21, то есть осталось 45 часов. Проблема будет именно второго дерева во времени. То есть ресурсов вам будет хватать, а время будет очень долго идти. То есть я вам, давайте скажу, по вот острому урону сейчас, который будет прокачиваться, я вам просто назову время по уровням. Первый уровень будет 69 часов, второй уровень 97 часов, третий уровень 136, четвертый 190 и пятый 267 часов. То есть вот это будет качаться. Вы можете посчитать, это очень много по времени, поэтому я вам сейчас рекомендую, если у вас маленький уровень, копите ускорители. Вы, может, их видели в сокровищнице. 120 алмазов стоит. Оп. Блин, у меня даже нету на это, что ли, купить. Ускорители, сейчас посмотрим. Ну доктор их по-любому забрал, потому что доктор у нас один из первых, кто взял спецпрофессию. В общем, там ускорители, которые стоят на скидке 120 алмазов. Так они типа стоят 240. Вот эти ускорители я потратил для того, чтобы быстрее взять спецпрофессию, открыть новую. Как вы видите, у меня было до этого 50 жетонов и 160 вот этих ящиков. Эти ящики падают с разных событий, они вам понадобятся, то есть не надо думать, если вы 70 уровень, о, как много жетонов, они не нужны, они вам понадобятся, потому что будут стоить жетоны. Вот, опять же, давайте по жетонам я прогоню. Вот здесь острый урон. Первый левел будет 2 жетона, второй левел 3, 4, 5, 10. Вот, давайте. Так, это первая строка, вторая строка, третья строка. Вот на третьей строке, вот здесь, неуязвимость всех юнитов будет 10, 20, 30 жетонов, то есть здесь будет 3 уровня. Давайте сейчас пробежимся просто по... Я вам покажу, потому что в интернете, как бы нету даже фотки, там есть, вот я вам скину таблицу, и там будет описание на английском. Вот, давайте я вам на русском покажу. Неуязвимость СВ, снижение вражеского урона, да, будет сначала 10%, потом 15, потом 20, потом 25, потом 35. 35 это вот 5 уровней, да. Здесь то же самое, неуязвимость только в МФ. Это у нас будет неуязвимость всех... Так, это у нас сейчас, секундочку. Это уже неуязвимость всех войск. Здесь будет 3 уровня, 6, 15, 25%. Так, это ХП у вас повышается. 5, 10, 15, 20, 30. 5 уровней. ХП, соответственно, всех войск. Так, здесь у нас скорость обучения 10, 20, 30. Это у нас ОЗ всех юнитов 10, 15, 25, насколько я понимаю, Great Weapon. Так. Да, короче, 10, 15, 25 здесь то же самое будет. По процентам, чтобы вы понимали. Так, это у нас, скажем так, очень... Вот до этого нужно будет, то есть здесь у Гранд-маршала будет 3 юнита. У Гранд-маршала на этом этапе будет 3 юнита, это, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5 на шестой строчке, а здесь у великого тактика, вы можете посмотреть, будет другие типы войск доступны. Условно говоря, войска там будут какие-то элитные, они будут как-то красиво выглядеть. Давайте мы сейчас зайдем в межсезонные учения, и, возможно, в рейтинге... Блин, не видно. Нет. Да, видно. Ну-ка. Так, это у нас какой-то залетный. Это у нас Гранд Маршал, мы видим. Джиджон у нас пока не дошел, это с нашего сервака. Вот, видно. Вы видите, да, какие-то на понтах армии. Вот это будет великий тактик. И вот это будет на 6 строчке, когда вы ее откроете. Загвоздка только в том, что когда вы посмотрите по времени, это, блядь, пацаны, это пиздец. Это лютая жесть. Сколько нужно, во-первых, качать. Вот это будет одна штука качаться 733 часа. 60 миллионов будет нефти, 60 миллионов еды и 300 жетонов понадобится. То есть,
Короче, я не помню, мы там с доктором считали, сколько... Да, с моим доктором, с проктологом, ха-ха. С игроком мы считали, и там то ли 1,5 года, то ли 2 года, чтобы дойти только до вот этой. Он взял Гранд Маршала. Так, давайте в рейтинг зайдем. Я покажу, о ком речь просто. Так. Видите, он вообще 18-й, 76-й. Фельдмаршал. Ну ладно, это Гранд Маршал, это на английском. Вот, 76 уровень, а он уже открыл. И я вам так скажу, он уже даже прокачал первый вот этот острый урон. Все 5 уровней. То есть он уже открыл на Маршале вторую строку. Ладно, давайте, ребята, я не буду растекаться, просто скажу, почему я взял великого тактика. Потому что вы откроете таблицу, посмотрите и поймете, о чем речь. Там 2-3 вкладка в таблице, и просто по процентам. По процентам, скажем так, в короткую дистанцию великий тактик, он будет сильнее по процентам. У него там процентов больше. Если я вам так скажу, если первое, вот это вот самое первое, острый урон всех юнитов, на Гранд Маршале на 5 уровне 20%, а у великого тактика 30%. То есть у Гранд Маршала идет 3, 6, 9, 15, 20, а у тактика 5, 10, 15, 20, 30. Соответственно, дальше там то же самое, те же 3, 6, 9, 15, 20, 3, 6, 9, 15, 20, а у тактика 10, 15, 20, 25, 35. Понимаете, это на второй строке. То есть уже на второй строке, если всю вторую строку прокачать, уже будет великий тактик сильнее, по идее. Вот. Гранд Маршал, он сильнее в целом, да, если все прокачать, Гранд Маршал будет сильнее. Поэтому, если вы видели или у вас есть топы, то у нас все топы взяли Гранд Маршала. Даже, вот я скажу вам, топ-1, вот Джи-Джон, он сначала был тактиком, а потом взял и поменял обратно на Маршала. Вот, Субин, это девочка на тактику взяла, Гони, фельдмаршал. Но я вам скажу так, что вот у нас самые сильные ребята. Далее идет Субин, потом Кира. Вот Мэтти, как ни странно, это парень. Ну, есть приколы такие, да, некоторые. Он взял великого тактика, и мы с ним переписывались. Тита тоже, Тита фельдмаршал взял. И вот, кстати, мы с ним немножко соревнуемся, и будет интересно. Но он меня по левелу, конечно, жестко обгоняет. Винни, вы видите, 80-й до сих пор элитный боец, то есть он еще не открыл дерево. Ну, что это значит? Что он собирал золото. То есть есть такие делбики, которые в событии, вот Мэтбэк, ну, как бы он берет и собирает золото. Вот в Бастионе, здесь 3-го уровня Бастион, типа много золота. Потому что сейчас вот сильнейший командир событий. Да, я там, не самый топовый, вот, Мэтбэк. Вот. Раньше еще Игорь был, но, скажем так, с ним повздорили, я его немножко ограбил. Вот так вот. Сейчас вот 16 минут пройдет, может, Мэтбэка еще мы ограбим. Мэтбэк, если ты это смотришь, прости. Но такова жизнь, тут выживает сильнейший. Ладно. В общем, вы понимаете, да, то есть фельдмаршал, он по итогу как бы сильнее, но на промежуточных этапах он по процентам проигрывает. Вот вы откроете таблицу, вы поймете это. И я просто вот по себе, я не знаю, хватит ли меня, вот, чтобы дойти до вот этого уровня. Потому что ребята все, которых я вам показывал в межсезонных учениях, которые в топе, кто уже... Ну вот, кстати, да, вот наш парниша, да, как-то вот выбился. Кто тут? Зевс, вот. Все, кто дошли до этого уровня, я не знаю, на каких они... 794 сервер. Он либо бабок сюда влил, либо... Я не представляю, как обычно сервера, которые там малые. Типа, не малые, а старшики, наоборот, кто полгода назад начали играть, вот у них, типа, времени дохерища было. И почему великого тактика я выбрал? Мы переписывались с Мэтти этим, и он сказал, что, как бы он так сказал, по процентам он сильнее на начальном этапе. И второе, это то, что вам нужно, если вы не донатер, брать великого тактика. Типа, Гранд Маршал, Фельдмаршал, это, типа, чуваки чисто для, это спецуха чисто для донатеров. Типа донатером будет, кто вкачивает, там, героев покупает и так далее, Амалию там за 170 бачей, всем будет окей. В общем, это все видео, то есть первое, прокачивайте максимально быстро вот эту спецуху. Второе, это то, что... кстати, так как сейчас времени много, а ресурсы собираются быстрее, вот сейчас я буду вкачивать в подавление, потому что времени много, оно занимает изучение этих технологий, а ресурсы собираются достаточно быстро. То есть сначала ресурсы собираются медленно, а прокачиваются технологии быстро, и нужно
заострить внимание конкретно на вот этой спецухе. Если хотите, можем здесь пробежаться, да. Безумие войны, первая строка. У вас атака города, ну, просто атака войска. Здесь у вас неуязвимость, то есть это снижение вражеского урона на 3 вида войск. Третья строка. Скорость обучения 15%, ремонт 15%. Четвертая строка ОЗ на 15% в 3 видах, да. Ну, соответственно, если вы в ВМФ, прокачиваете сначала ВМФ. Далее урон потен, ну, это залупа конская. Доп. Награды, это неплохо. Я вам давайте сейчас отчеты покажу, что это дает. Во вражеских войсках вам будут дополнительно капать вот эта фигня. Иногда, кстати, давайте мы найдем, пробежимся, иногда даже капают, ну, коробки дополнительные будут падать. Иногда даже усилки первого уровня по одному ящику закидывается. Ну, вот, усилки даже иногда падают. Ну, я считаю, неплохо. Поэтому понимаете, что... Ну, а усилки это как бы очень важно. Так, далее. Вот здесь будет супер сбор, супер стяг. То есть вы можете к себе там на кого угодно нападать и супер стяг делать. Ну, кстати, вот этот навык дублируется в технологии Альянса. Поэтому, ну, так, поскольку здесь атака 15% максимально, критический удар юнитов и критический урон. Ну, это, соответственно, у вас 2 вида крита, а вот это они дублируются. Вот эта, кстати, штука, я вам сразу скажу, она изучается, сейчас посмотрим, минута 40. Да, минута 40, для нее нужно будет 50 жетонов, они у вас накопятся по-любому, и 32 миллиона, по 32 миллиона ресурсов. Обращаю ваше внимание, вам нужно накопить будет не 32, а 37. Когда вы 37 накопите, соответственно, вот эти можете ускорять, какую-либо из них. И пока не накопите, не ускоряйте, потому что вот это быстро прокачается, а вот это будет стоить 5, там, ну, 4 с копейками ресурсов. То есть вам нужно будет накопить сразу на 2, я вам сразу говорю. Это неважно, в Гранд-маршал, в тактике не имеет значения. То есть чтобы вы не тратили ускоры понапрасну, это вам просто, да, рекомендация. И рекомендация основная какая? Ну, не тратьте ускоры, я вам рекомендую их копить. То есть все-таки, ну, у вас время и так идет. То есть у вас на начальных этапах до 70-го, до 75-го уровня, я не знаю, конечно, на вашу способность сбора ресурсов, я вам просто скажу, что сейчас у меня 4 похода, но обычно 3. У меня собирает 237, 267 и 218, по-моему. Да, 218, ну а второй там это 187 копейки. Вот, то есть, а у нас есть док, он покупает еще месячную карту, соответственно, отряд дополнительный, и он там, у него алмазов много тратит, то есть у него может вообще до 6 походов быть, поэтому он быстро продвинулся. Поэтому на начальных этапах я вам не рекомендую тратить ускоры на вот именно дерево, ускорение вот обучения вот этих вот технологий не тратьте, накапливайте, потому что потом вот во втором дереве там будет очень долго, очень жестко, ну, крайне долго будут прокачиваться эти профессии. Вот я вам просто так скажу, у меня уже, вот сейчас у меня первый уровень, будет там 2 дня, а у меня уже на второй уровень ресурсов есть, и на третий у меня уже есть. Ну вот, понимаете, да? Поэтому ускоры, я не знаю, стоит ли покупать или нет, я еще не просчитывал, насколько это выгодно, смотря сколько алмазов. Так, ускоры падают с событий, но на текущем уровне будет уже не хватать, вот, чтобы, ну, это все качнуть. Поэтому, возможно, чтобы опередить других, есть смысл потратить алмазы туда, но это уже вопрос, донатите вы, не донатите. То есть, если вы алмазы покупаете, да, я рекомендую покупать эти ускоры, чтобы дрючить всех и, соответственно, в топе быть по урону на босса, в топе быть по внутризонным учениям, чтобы вас не могли пробить и так далее. Кстати, кто обратил внимание, я тут аватар поменял, ну, это мы там типа прикалывались. Вот, собственно, все, что вам нужно знать по профессиям. Я бы даже сказал не то, что вам нужно знать, а это все, что я могу вам рассказать. Вот, если видос вам понравился, был, ну, чем-то полезным, вот, опять же, напоминаю, в 5-й раз, я прикрепляю ссылку на таблицу, ознакомьтесь, вы можете планировать по прокачке вашей технологии именно деревья по ресурсам, то есть важно знать наперед, что, сколько требует ресурсов, жетонов и так далее. Вы можете прогнозировать. Это очень важно. Мы нашли, по-моему, где-то там в Дискорде, вот доктор у нас нашел, ну, мой доктор, да, как я уже говорил, он патологоанатом мой личный, да, будущий, ха-ха. Вот, все. Если вам видос понравился, поставьте лайк, поделитесь со своими братюнями, и если у вас вы R4, R5, просто донесите это до ваших тиммейтов, как нужно
на что стоит обращать внимание, вот эти основные моменты, что важнее сначала дерево, чем подавление. Подавление, ребят, ну а вы его условно редко будете использовать, только если кого-то подловить. А так обычно вот на башнях, да, сражаются войска прям, ну, ВМФ на ВМФ, то есть сильные на сильных. А извините меня, когда вы ВМФ, а кто-то прокачивает СВ, так это битье детей. Эти танкисты, ну, они ничего не могут. Они могут только по факту, если вы там 75 уровень, они, допустим, 78-79, вот тогда вы можете им, ну, скажем так, тоже по жопе надавать, не просто поцарапать, а пол войска снести. Но, опять же, те, кто, я вам так скажу, уже 80-й, они играют тоже в МФ, это не дурачки, поэтому как-то так. Все, всем пока, хорошего настроения, хорошего дня, времени суток, любите ваших мам, кушайте кашу, все, всем пока.